Всех приветствую. 7 марта вышел новый патч. Я его затестировал. У меня остался сильный негативный осадок. Сейчас попробую пояснить почему. Разработчики поменяли механику стрельбы от третьего лица. Данное изменение ключевое, и из-за этого поменялся весь геймплей. Как раньше, стрелять от третьего лица очередью из автоматического оружия без перерыва не получится. Патроны летят мимо. Отдача неадекватная. Я пробовал стрелять из прокачанного автомата, у которого улучшения поставлены все на точность. Первая пуля летит четко в цель, по прицелу, а остальные мимо. Это просто пиздец. Посмотрите, я не попадаю в врагов на средней и даже на близкой дистанции. В какой-то момент я пробовал специально увести прицел вниз, но даже так пули летели мимо. Визуально анимация отдачи оружия выглядит неправдоподобно и смешно. Из-за этого ребаланса у меня пропал интерес к игре. Я считаю, что до этого у разработчиков во многом был идеальный баланс. Механика стрельбы базировалась между реализмом и облегченным вариантом. В итоге получилось что-то среднее с небольшим смещением в облегченную плоскость. Стрельба от третьего лица была легкой и, самое главное, позволяла контролировать обстановку благодаря лучшему обзору. Теперь, чтобы точно стрелять очередью, вам нужно переключаться в режим от первого лица. Только тогда можно справиться с отдачей у оружия. Данное решение со стороны разработчиков считаю провальным. Раньше была вариативность. Грамотная и сбалансированная вариативность – залог успеха в любой игре. Можно было стрелять от первого или от третьего лица, а в каких-то ситуациях вообще без прицела. Игроки использовали то, что удобнее и кому что больше нравилось. Сейчас нас загоняют в жесткие рамки. Геймплей от этого кардинально поменялся. Теперь нет возможности весело и с быстрым темпом выносить много врагов от третьего лица. На данный момент геймплей сильно сместился в сторону стелс-лутинга. Мне такой геймплей не интересен. Отобрали возможность быть жестким Рэмбо. Я обожал врываться в толпу врагов и всех разваливать. Именно быстро, четко, мощно и весело делал это от третьего лица. Было красиво. Я бы даже сказал по-особенному эстетично. Раньше я ощущал свою заслуженную мощь в прокачанном персонаже и оружии, благодаря которому я мог себе позволить бегать по всей карте и выносить всех врагов подряд до последнего патрона. Опять же, от третьего лица. Сейчас игра сместилась больше в скрытно-наблюдательный режим, и она стала медленнее в прохождении из-за завязки стрельбы от первого лица. Я считаю, что для этой игры больше всего подходит вид персонажа от третьего лица и все основные взаимодействия с ним. Вид персонажа от первого лица или любой другой прекрасен, как дополнение к виду от третьего лица. Сейчас вид от первого лица топорный и не до конца удобный, особенно в сражениях. В этой игре стрельба от первого лица должна быть на уровне, как в игре Rainbow Six Siege, или на худой конец, как в игре Insurgency Sandstorm. Но такой уровень вряд ли когда-нибудь будет. Хочу добавить важный момент. Когда я прокачал всех персонажей и оружие в игре, по сути делать больше нечего. Но я любил заходить в игру на пару часиков и просто бегал по карте в режиме героя, аннигилируя врагов. Предыдущая баллистика и механика стрельбы в целом позволяла делать это легко и фаново от третьего лица. В данном процессе находил расслабление и медитативность. Надеюсь, в этом я не одинок, и кому-то из вас это тоже нравилось. Сейчас я не готов играть в игру, где нужно как можно незаметнее передвигаться от точки входа до точки выхода из карты и постараться по пути хоть что-то залутать. И на этом все. Я не поленился и зашел в официальный канал Дискорда игры. Там написал свои мысли по поводу ребаланса механики стрельбы. И знаете, мне ответило несколько англоязычных игроков. Для них все заебись. Они считают, что так и должно быть, что вы в этой игре никто, твой удел прятаться ото всех, а вступать в бой и побеждать ты априори не можешь. С какого хуя они так решили? Интересно то, что игрок до нового патча мог сам выбирать свой стиль игры. Хочешь играть в стелс-лутинг? Пожалуйста, кто тебе мешает? Хочешь быть жестким Рэмбо? Давай вперед! Кто тебя остановит? Хочешь заспидранить карту? Вообще нет проблем. Хочешь засесть в укромном месте и поснайперить врагов? Пожалуйста, никто тебе не запрещает. Как я говорил, была вариативность.
Теперь главный вопрос. Зачем нам нужны такие нововведения, которые ограничивают вариативность? Ведь это по сути соло-игра с необязательным кооперативным элементом. Ваши игровые сессии никак не влияют на других игроков. У вас нет преимущества, если вы как Рэмбо выносите всех врагов по отношению к другим игрокам, которые любят играть через аккуратный, незаметный лутинг. Поэтому игроки, с которыми я общался, возомнившие себя решалами, идите нахуй. Я считаю, что играть в игру, у которой широкий горизонт возможностей, будет интереснее и веселее. Дорогие наши разработчики, не нужно нас ограничивать. Данная затея провальная. Дальше вы можете посмотреть, как с другом Василием исследовал впервые новую карту, которую добавили в патче. Всех благодарю, таков путь, еще увидимся. Да, здесь сейчас хранится только в баке. Только в баке. Угу. Больше нигде. Она у тебя в стэше больше не хранится. Понял. Слушай, ну первое впечатление такое, как и ожидалось, что-то атмосферное, красное. Вон. Это пыль? Или типа Не снег? знаю, да пепел, скорее всего, какой-нибудь. Хрен ли, ядерная война была все-таки. Облака, я подозреваю, все-таки нифига не обычные, это, скорее всего, пепельные облака. Ага. Вообще, по ощущениям, у меня такое создалось, то что сейчас чаще стали выпадать и ночные карты. Ой, а в ночных у нас же этот Йоба, по-моему, вон там враги какие-то. Да. Но это вроде не ночная, это просто сама по себе такая карта. Ну, кстати, да, а то по привычке я помню... Ой-ой-ой, это что там? Я знаешь, кстати, с какой пухой? С этой. Я вижу этот ППшка у европейцев покупается. И ты знаешь, я, кстати, после нее изменил свое мнение по поводу таланта на ПП. Я все-таки был неправ. Оказывается, есть пушка, ну, которая прям с высоким уроном и ну, 50 патронов у нее в магазине. Что, 45 калибр или какой у нее? 45-й, да. Это жесткий калибр. Видишь, как бы 45 это хороший калибр для ППшек. Еще что, блин, если бы они починили бы этот, скажи мне, тоже ППшка на 45-х. Там есть с встроенным глушителем. Там глушитель просто поломанный был, я не проверял. Может быть, они его починили? Я понял, это которая распространенная, по-моему. Она у британцев на вооружении стоит, вроде бы. Я не помню. Там она, короче, продается, такая у нее футуристичный вид. Немножко. Это такой. Значит, понял, Потом значит, вспомню, как называется. ну, наверное, я не про ту. Я про какую-то распространенную. А чё? Кстати, они так странно агрятся. Они вроде идут там воевать, а все равно вопросы. Что-то мне стрёмно. Как бы вопрос еще ничего не говорит. Они о тебе могут знать. Тут тоже, кстати, поменяли систему обнаружения сейчас. Угу. Кстати, пошли, нам какой-то лут надо будет найти. Пошли, ящики полутаем. Пойдем, пойдем. Я просто без камеры, как обычно. Ага. Что-то где-то тут ящичек видел, куда-то он у меня из виду уже пропал. А, вот он наверху. Но они вот изменили вид все-таки камеры. По-моему, сейчас она ближе к персонажу стала. Возможно, я гляжу, они что-то и с цветом, как бы фонарик, по-моему, более осмысленный сейчас стал, как бы нужнее. Ну дай бог, дай Так, бог. 45-й калибр есть. Ага. Сейчас я подвинусь. О, смотри. Я сейчас что-то быстро, по-моему, обнаруживаю. Так, а как надо? Я вот зажал? А, я ешку зажал, Да. и надо отпустить. Ну, они Да, дают. когда. Хантер-киллеры уже вышли, что-то резво. Интересно, почему это мы типа просто тусуемся долго на карте? Фиг его знает. Пока непонятно. Ну, как минимум, спавнов на лицо, я говорю, я пока не заметил. Уже хорошо. Уже спасибо. Кстати, Вась, так непривычно в нее возвращаться после даже перерыва. Сколько? Да, я сам вчера забежал и 2 раза сдох. Отъехал, да? Да. Блин. Сейчас как нубы, наверное, с тобой будем. Близко заходит со спины. Понял. Сейчас выйдет на прицел. Да, они, кстати, также стреляют. Сразу этот. Он, получается, как только вот в зоне видимости, Угу. он сразу Но у начинает. него
может быть, он с каким-то детектором, типа как я бегаю. Кстати, да. Вполне разумно. А ты карту нигде не просматривал, ни в интернете, то есть это вот сейчас мы в первый раз с Нет, тобой нет, нет, бежим. я с тобой вообще в первый раз прям понятия не имею, что происходит. Так, Просто куда... найди радио и интересно, где его искать? Собери какие-то персональные данные. Это, скорее всего, в ящиках персональные данные. Ага. И осмотри солдата. Что за солдат, тоже непонятно. Но с солдатами там хотя бы подсказка, какие-то руины были. Так, выходит охотник. А чё? Это что Я мажу просто пипец. Это... Я вообще косой. Я не знаю, сколько я попал. А что произошло? Не знаю, ты там что, не умер? Не, не умер. Смотри, вот по одной пуле я стреляю нормально, а как раньше, типа зажимом, по, хотя бы там по 3, по 4, просто пули куда-то улетели. Ой-ой-ой, что-то они, кстати, изменили, видимо, баллистику стрельбы. Довольно-таки это прилично. Блин, обидно аж. Я никак не могу не привыкнуть к этой... На мне 45-й калибр есть. Ага. Так, сейчас. Что-то я подобрал, я воду подобрал. А ты привык к этому лутанию? То есть надо сначала Да, зажать? по первости это вообще жесть была. Первые попытки просто боль. Сейчас немножко попривык. Я сегодня он побегал несколько тачек. Хотя тут все равно он бывает срывается как бы эта попытка залутать. Слушай, я очень косо стреляю, я ж прям что-то мне это... А что со стрельбой-то стало? А я одиночками стреляю, так что мне не знаю. Ё-моё, блядь, ну это прям пиздец. Вот Еще и даже ни на чем не набегал, на чем надо зажимать. жесть. Блин, какие персональные данные? Где? Откуда? Чё? Кого? Вообще непонятно. Ой, ну мне, конечно, та баллистика прям больше нравилась. Мне кажется, они вот как раз хороший баланс сделали между такой реалистичностью, между казуал, господи, Ну я облегчением. понял, типа казуалкой и реалистичностью. Да, вот В какой-то смысле понятно. такой баланс у них был. А сейчас получается ближе к реализму. Но, блин, ну ладно, а что, она такая косая пуха, что ли? Как будто вот в реале. Такой разброс у нее. Может, ты просто реально еще просто подотвык всего лишь навсего. Да не-не-не, я помню вообще там на... Смотри, робот. Блин, гигант от нас знает. Это значок то, что он знает, не факт то, что он еще нас атакует. Сам по себе значок этого Восклицательного? восклицательный, то, что о тебе знает. Угу. А вот когда знак глаза, вот красный это значок, Угу. это уже то, что ты Агрессирует. являешься целью. Да? Да. Понял. То есть, как бы, то, что о тебе знает, еще не говорит о том, что тебя сразу начнут пиздить ногами. Сзади Да. вот идет товарищ, который хочет пиздить ногами. Надо с ним поговорить. Вот ты по одной, да, сейчас пули стреляешь? Да. Ну вот по одной, окей. Вот, летит. А вот если начинаешь поджимать, все, какой-то разброс прям уходит. Может быть, ладно, может быть это первое впечатление, просто уже было комфортно с той баллистикой. Возможно, это даже и лучше, типа, ближе к реализму. Но, опять же, может быть, не на всех пушках тогда. Ведь есть же реально пушки, которые... Не, просто как бы по идее это профильное же оружие ППшка. Должны же дать какую-то мазу. Как бы, блин, не должно так прям по-конски тебя расшвыривать. Прям расшвыривает. Если вот, как раньше, вот реально можно было зажимать, и зажимом прям всех... Ох, опять этот идет крендель. Да-да-да. Чё? Сейчас я его попробую. Я его снял. Ага. Интересно, карта вообще большая? По ощущениям уже достаточно большая, потому что до следующего выхода еще далеко, как я гляжу на карте. Ага. Может быть не Frozen Swamp, но, блин, тут просто еще вот это вертикальное Подъем такой. такое... жесткий. Ну, да. Она коридорная, но такая чисто
странненько. Ты Сложно описать слова. Ну, они же, кстати, вот что хорошо, мне вот еще нравится вот в «Вечной зиме». Каждая карта это как произведение искусства, наверное, вот по левел-дизайну Да, у них и художники, и дизайнеры как бы работают вообще отлично. и Тут не поспоришь. по звуку, да, прям. 45-й здесь. Сейчас возьму. Единственное вот... вот сейчас я очень долго лутаю. Это опять же, Вот опять этот баг, да. этот баг Да, они тут баг так и не еще починили. не починили. Да. Я единственное, Вот, извини вас, что перебил. Я вот единственное, вот Ничего, почему вот еще возмущаюсь по поводу баллистики. Ты представляешь, это ладно вот в одну цель, когда ты 1 на 1 с врагом. Ну, ты можешь так по одному патрону аккуратно. А вот если ты попадешь в ситуацию, вот как обычно, там целый отряд. Как тогда против целого отряда воевать без зажима? Если ну, будет... мне на лицо выскочили, у меня просто калибр большой, и я отстрелялся. А, Было дело вот на элефанте этом опять. мгм. Мех идет. Слушай, а у них прям агар теперь какой-то вот. Мы аккуратненько сбоку, а он уже вопрос у него вон набегает. Тут в этом поломанном здании тоже что-то есть. А это вот сюда надо внутрь? Я просто, блин, фонарик не взял. Да. Надо было с эмкой мне идти с А фонариком. я это сейчас переключу. Я подымал здесь на карте уже фонарик. Осталось только вспомнить, как его включить. А там на этот... Ага. Не, я как переключать забыл. На кьюшку, по-моему. Нет, троечкой, пятеркой переключаешь, включаешь, да, назначенной клавишей. Интересно, у них саппорт нормально работает, если им написать какие-нибудь эти предложения? Пожелания. А то я им отправлял, кстати, видос вот с обзоров и все такое. Они мне так и не Ага. ответили. Я думаю, там просто, наверное, достаточно много всяких этих... людей, коммунити там достаточно, блин, непонятное место, опасное. Скорее всего, куда-нибудь падаешь. Я там вообще нифига не вижу. Тут как будто часть текстур отсутствует. Это... Опа. Вот сейчас посмотрим вот издалека вот. Стреляю. Лутать будешь? Кусок не будешь? Не нужен? Да, в баню туда идти. Ага. Ну смотри, вот я смотрю сейчас на огонь, я на максимальных настройках играю. Огонь, по-моему, Тоже. так себе этот у них реализован. Хотя странно, это ж на Unreal 5 они. Блин, интересно. Поправить, тут, видать, с частицами не доработали. Карта в прогрессе. Вот, Ага. гляди, какие поганые текстуры. Не текстуры даже это. Мерзотно достаточно выглядит, не очень удачно. Ну да. Как будто это... Как будто очень низкого разрешения кого-то Да. сделано, так Наскоряк. слеплено из Наскоряк какого-то. чисто. Да и тут дома, она в прогрессе считается у них вроде как. Блин, никаких маркеров на цели, ни хрена. Че за прикол? За углом. А, нет, за углом. У меня что-то FPS стал подлагивать, как сюда пришли. Проседает. Тоже просел. Тоже? Здрасте. Там ничего ценного. Я слышу переговоры. А около нас бегают. По-моему, даже в текстурах там парочка человек застряла. Хорошо, со временем Че, уже. к выходу или еще там по ящикам прогуляемся? Да давай Поищем, может быть, лут найдем. Да давай, да, прогуляемся, вдвоем идем, вроде не битые, аптечки Ага. у нас есть. Если что, вот я на дробаш переключился. Блин, кстати, знаешь, что они сейчас сделали? Вполне возможно, может быть, придется стрелять зажимом от первого лица. Если так сделали, то, А конечно... ты от третьего стреляешь? А, Я просто всегда от первого стреляю. От третьего, вот я, ну, в смысле, мне пушка, ну, мушка мне не видна. А. Я вот всегда... Попытайся, кстати, да, подзажать с первого лица. Сейчас вот попробую. Вот тут последний гражданин сидит, ждет. Сейчас. Ага. Ну да, от первого, по-моему, так не разбрасывает. Блять. Ну, во-первых, от первого не так сильно удобно стрелять. Тут и
Тут 45-го много. Сейчас пойду возьму. Кстати, я заметил какой-то... Вот, чуваки. Блядь. Ну, от первого вообще неудобно стрелять. Вот прям режется сразу обзор происходящего вокруг. Чуваки, по-моему, В там... смысле, понятно то, что как бы в плане понимания того, что происходит вокруг, ты проигрываешь. Я не знаю, мне просто привычнее от первого лица бахать, я и бахаю. Ты реально, ты всегда от первого стрелял? Кроме очень редких случаев. Ну, с дробовика можно пострелять не от первого. Как бы это... Ух ты. А интересно, чуваки как стали попадать? Ой, ой, ужасно как. Ну, это не... Больно? Ну, это прям сильный разброс. Ну, это жесть. Вась, ну я прям что-то... Че, прям очень больно? Да, прям сразу по-другому. Я еще кайфовал от той механики все-таки стрельбы. Вот так зажимами. Толпу ложить. Прям вот какое-то отдельное эстетическое наслаждение. А сейчас что-то аж какой-то осадок, что ли, появился. Я вот сейчас был к врагам. Вот они возле пилонов. На средней дистанции. Даже на средней дистанции, ну, не мог нормально попасть с зажимом. Они буквально вот стояли, ну, в метрах 3-4, наверное, от меня. Кстати, аптечки, по-моему, стали вообще восстанавливать очень мало. Что-то я зажимаю. Как-то это. Хотя со средними бегаю. В общем, Вась, что-то я подрастроен от первых впечатлений. Что-то игра... Я тоже зачастую такое вызывает обновления какие-то крупные. Много игр бросил на этом фоне, когда ты привык к одним механикам. Угу. Приходишь, а там новая игра. Как бы, блин, не хочу я новую игру, и я привык к тому. Идите, ребята, лесом. Сами в это играете. Ну, У меня Вась, такое было уже. ну, вот я, конечно, не навязываю свое мнение, у каждого свое видение. Может, кому-то вот этот реализм больше понравится. Но, по-моему, баланс был вообще хороший. Ну, в плане вот стрельбы. Ну, окей, ладно, окей, там с дробашом, да, там он очень жесткий. Там и на средней дистанции он прям лупил кучно, особенно на шамане. Ну, этот можно было как-то подкорректировать, ну, именно с дробовиками. Но остальные-то пушки-то... Ну, как бы, видишь, обновление свежее, еще вполне возможно какие-то патчи будут потом, что-то будет балансить. Я бы не стал, как бы, пока крест ставить. Ага. Так, зайти, пощупать, посмотреть. А ты знаешь, я, Зашли, пощупали. ну, ты прав, я согласен. Я в нее, кстати, еще почему играл, вот очень часто любил так даже в одного пойти, не только вот чисто как вот хоррор, какая-то Да. выживалка, а я еще в нее играл как шутер. То есть реально она мне было приятно просто как шутер пострелять по вот этим всем Блин, отрядам. я не понял, где выход. А мы обратно Запутался. вернулись. И Я там... просто... Тут где-то выход. Нам направо, что ли, надо? А ты правильно сначала пошел вниз. Вот, вот. Вот я даже вниз сейчас прицел увожу, все равно пули летят почему-то сильно вверх. Так вот. Надо будет самому побегать с чем-нибудь автоматическим, чтобы понять, о чем ты говоришь. Я пока вот бегаю вот на таких столах. Угу. Не заметил разницы, если честно. Ты просто по одной пуле, ну, стреляешь, как обычно. Ага. Так, а здесь Ага. подняться можно вот. А, вот. Точка выхода, кстати, по-моему. У меня просто нет этого фонарика. Угу. Она самая. Можем еще пробежаться или хочешь пушки сменить? И еще раз вернуться. В смысле, тут на эту локацию мы и так в общих чертах прошли всю. Угу. Вроде, может быть, не все закоулки в середине и в начале прошли, а в конце прошли полностью ее. А туда Пошарились дальше вот перед подъемом там что-то было? Вот туда дальше, если идти. А там можно было еще влево уйти и в середине. Не, куда? А вот как Я мы- говорю, в начале и в середине можно было по бокам пошарахаться. А, В конце мы вроде все облазили. Ну давай этот пушки поменяем. Вот Вот тут просто... кто-то застрял у нас под этим. А, заспаунился, И вижу. он стреляет сквозь текстуру. Это этот? Охотник-убийца?
Не знаю. Так, А, да, да. Ой, Ладно, удачи, друг. да. До встречи. Ну давай, можем еще раз, давай хотя бы ради интереса поменяем, вот, ну я возьму вот свою М-ку любимую, которая там забалансила на точность, вот интересно, как она будет стрелять. Мгм. Кстати, я сейчас это, когда перебирал пушки, не заметил, чтобы как бы менялись циферки. Циферки как будто бы все время одни и те же. А, именно характеристик у оружия? Да.